Добрый день, друзья! Канал Кубачинское серебро. У нас сегодня обзор на серебряный набор столовых приборов. Серия называется Лазурный 2 с чернением. Есть точно такой же набор без чернения и есть с чернением. Сейчас мы его рассмотрим поближе, так как очень популярный набор. Он идет в таком чемоданчике у нас. Как вы видите, все разложено по своим местам. Крепится все на резинках. Кто-то берет с чемоданчиками, кому-то эти чемоданчики не нужны. Но выглядит все вот так вот. Вместе с ручкой закрывается набор. И получается чемоданчик. Удобно переносить. Общий вес набора 1 килограмм 337 грамм. Тут 24 предмета. Всего по 6 ложек, вилок, ножей и чайных ложек. Длина вилок и ложек по 20 сантиметров. Чайной ложки 14 сантиметров. И ножа 24 сантиметра и 4 миллиметра. Это такие размеры, чтобы вы понимали его габариты. Давайте начнем с чайной ложечки. Достанем ее отсюда. Такой имеет она вид, рисунок, растительный орнамент. Вот если получается разглядеть чернение, гравировка. Я вам в конце покажу такой же набор, такие же предметы без чернения, чтобы можно было их сравнить, так как не всегда может быть визуально видно чернение. 14 сантиметров длина ложечки, как я уже и сказал. С лицевой стороны имеется гравировка и чернение, обратная сторона гладкая, односторонний набор. То есть бывают еще и двухсторонние. Рисунок бывает с двух сторон. Здесь на обратной гладкой стороне вот можно увидеть два клейма: проба пробирной палаты, именник изготовителя. Это ложечка. Положим ее сбоку. Далее идет столовая ложка с длиной в 20 сантиметров. А так в остальном все то же самое, кроме габаритов. Размеры побольше, рисунок аналогичный. Гравировка и чернение. Чернение — это своего рода эмаль, которую мастер при вырезании вот этих борозд алмазным резцом засыпает в виде порошка в эти борозды, в определенные, которые ему нужны. Далее нагревает изделие до 800 градусов. Порошок растекается и заполняет нужные мастеру борозды. Получается на контрасте вот такой рисунок. Ну и аналогично на обороте стоят проба, именник, два клейма, ложка. Теперь рассмотрим вилку. Вилка тоже 20-сантиметровая. Сзади тоже стоят проба, именник и аналогичный рисунок. Растительный орнамент с чернением. Немножко фиолетовым оттенком отдает цвет чернения. Но на самом деле цвет черный. Теперь ножик. У ножей лезвие нержавеющая сталь.
Это основной вопрос. Иногда клиенты спрашивают, а как же, а где же серебро? Не бывает серебряных лезвий, всегда лезвие бывает нержавеющая сталь. Нигде вы не найдете набор столовых приборов с серебряными лезвиями. Почему? Потому что серебро очень мягкий металл, и такой нож будет попросту нефункциональным. Вы не сможете ничего им порезать, кроме сливочного масла. Но он будет просто моментально тупиться, очень мягкий металл. Поэтому делаются лезвия из нержавеющей стали. В этом месте они соединяются. Вот вы видите на ручке проба именник. Ручка полностью серебряная, как и все остальное в этом наборе. Ручка у ножа двусторонняя, в отличие от ложек и вилок. Только ручка идет здесь двусторонняя. Такой же рисунок. Объемная ручка. Длина 24 сантиметра и 4 миллиметра. Нож длиннее. Ну, как и ему положено быть длиннее. Так, теперь мы сравним с изделиями из серии лазурный без чернения. Вот у нас рядышком. Я вам сейчас положу 2 ложки, например, чтобы было видно. Вот здесь можно заметить с чернением и без. Вот так выглядит без чернения. И вот так выглядит с чернением. Ну и, соответственно, остальные изделия. Нож без чернения, нож с чернением. Вилка без чернения, вилка с чернением. То есть, если вам нравится чернение, вы берете с ним. Если нет, без него. Значит, часто очень спрашивают, можно ли такой набор использовать в повседневной жизни, пользоваться им. Конечно же, да, можно. Серебро — это тоже металл, и им можно пользоваться, этим набором, как обычными предметами столовыми. После каждого использования вы моете моющими средствами на мягкую губку, намылили, смыли, вытерли. И всегда у вас будет он в таком первоначальном виде, с естественным блеском, не будет тускнеть со временем. Но если не пользуетесь, конечно, желательно раз хотя бы в полгода его пастами для полировки натирать. Натираете, и будет у вас всегда блестеть. Также вопросов часто задают по поводу посудомоечных машин. Ну, посудомоечные машинки, конечно, разные бывают. Есть и качественные, дорогие, есть и некачественные. Здесь уже сложно советовать. Так же, как и моющие средства. Бывают сертифицированные, дорогие, бывают несертифицированные, с различными добавками, которые могут негативно влиять на серебро. Поэтому тут сложно давать советы. Многие клиенты пользуются, говорят, что никаких проблем. Но здесь, как говорится, разные у всех возможности по бытовой технике, поэтому тут сложно советовать. В остальном набор очень востребован. На чернение у нас бессрочная гарантия. Чернение никогда не сойдет, можно мыть, полировать, ничего с ним не будет. Набор будет служить долго, как и любое серебряное изделие. Из моды они не выходят, со временем только дорожают. Дарятся такие наборы очень часто на свадьбы детям, от родителей, от бабушек, от дедушек. Процентов 70 покупателей дарят именно вот на такие свадьбы. Ну, также берут себе домой пользоваться. Есть такой же у нас набор на 12 персон, там уже 48 предметов. Это вот на 6 распространенный набор.
Ну, на этом обзор заканчиваем. Все наглядно видно. Заходите на наш сайт, ссылка под видео в описании. В левом верхнем углу в логотипе название нашего сайта. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. На этом прощаемся. До скорых встреч!